Привет, друзья! Меня зовут Полина. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как легко, быстро и бесплатно украсить любимый свитшот, худи или другую вещь из трикотажа. Я покажу два способа и сравню их между собой, а вы уже выбираете сами, какой вам нравится больше. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Итак, нам понадобится наша вещь, например, свитшот. Выворачиваем его наизнанку и кладем сверху подложку из плотного трикотажа, например, футера. Для этого можно использовать остатки ткани или вообще старую ненужную одежду. Если плотного трикотажа нет, то можно между двумя слоями тонкого трикотажа проложить, например, синтепон. Для первого способа вышивки нам понадобится рисунок, который можно перенести, например, на кальку. Но я взяла водорастворимый флизелин. Он гораздо лучше кальки, потому что такой же мягкий, как ткань, и по нему удобнее строчить. Также он намного легче удаляется с одежды. Только не рисуйте на нем маркерами на водной основе. Итак, мы собрали наш бутерброд, и теперь его можно прострочить. Лучше всего выбрать для этого нитки в тон ткани. Мне кажется, что так красивее всего. Контрастные я использую только для наглядности. Во время шитья не стоит проходить по одной и той же линии дважды и желательно продумать маршрут таким образом, чтобы по возможности строчить непрерывные линии. Какие-то отрезки все равно останутся непройденными, их можно оставить напоследок. Нитки нужно обязательно завязать с изнанки. И вот и все, ничего сложного. Если вы, как и я, строчили по водорастворимому флизелину, то его вообще не нужно убирать. Он отстирается сам собой при машинной стирке. Только стирайте изнанкой наружу. Видите, все очень просто. Второй способ более технологичный. Я покажу, как делала то же самое с помощью вышивальной машины. Сам проект вышивки делается в любой программе очень быстро, потому что геометрический рисунок – это просто ломаные линии. В отличие от предыдущего способа, вы ограничены размером пялец. С другой стороны, если ваш рисунок сложный и состоит из большого числа элементов, то вышивальная машина помогает сэкономить уйму времени. Для вышивки на плотных тканях не нужны стабилизаторы. В пяльцы мы вставляем только основную ткань, потому что слишком толстый сэндвич в них просто не влезет. Сейчас покажу, как у меня все закреплено. Основная ткань в пяльцах, а подложка приколота или пришита к ткани отдельно. Очень важно, что для вышивки нужно правильно подобрать натяжение нити. Если оно будет слишком слабым, то картинка не получится объемной. Плюс автоматической вышивки в том, что файл с рисунком создается только один раз, а потом его можно бесконечно повторять. Если вам интересно послушать о машинной вышивке и вообще о вышивальных машинках, то напишите об этом в комментариях, для меня это очень интересная тема. После того, как вышивка готова, можно обрезать излишки подложки. Если припуски оставить побольше, то можно обработать край на оверлоке или на швейной машинке. Но мне нравится срезать покороче и обшивать край вручную. Мне кажется, что так аккуратнее. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если да, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Ну а мы скоро снова увидимся. Пока-пока!